Привет, дорогие друзья! Вопрос, что в черном ящике? Сегодня я сделаю видео про такое интересное средство для волос, о котором я давно думала, хотела попробовать, и вот наконец-то у меня появилась такая возможность. Средство с большой буквой К на черной коробке. Это Kerastase хронологист, да, вроде как на русском, наверное, звучит. Это миметическая икра, как указано, в общем-то, в описании, да. Вот, в общем-то, средство представляет из себя вот такой вот, не падать, вот такой вот комплекс, который состоит из маски в баночке. Очень красивая упаковка, по-моему, дизайн очень здоровский, такая, как вроде бархатная поверхность. В общем-то, баночка с каким-то кремом для волос. Потом идет бутылочка с серой икрой, как, указано, что это pearls, перлинки, на русском жемчужинки. Вот такие баночка с серыми жемчужинками. Идет чашечка и шпатель для нанесения. Открыв упаковку с этими средствами, первое, что я начала искать, это инструкцию по его применению, но нигде я ее не нашла. Поэтому у меня возникла такая идея сделать видео. Поскольку недалеко от меня находится официальный салон L'Oréal, я решила поехать, собственно говоря, в сам салон и спросить у мастера, как это используется. И, в общем-то, под шумок сделать для вас видео с мастер-классом, грубо говоря, чтобы мастер провел мастер-класс, как использовать это средство, и чтобы мы, в общем-то, знали. И в конце, конечно же, я сделаю обзор по окончанию этих вот баночек, да, что получилось ли что-то сделать этому средству своими волосами или нет. Если говорить про состав этой миметической икры, скажем так, то что можно сказать? Здесь, во-первых, где-то вот, здесь указано, что здесь есть парабены, здесь есть силиконы и прочее, прочее. Если вы мало что знаете про силиконы, или если вы считаете, что силиконы это плохо, я вас отправлю немножко к видео на канал Тани Science Beautiful. Ссылочка вот здесь и ссылочка внизу под этим видео. Ну что ж, давайте не будем терять времени и отправимся сразу в салон, чтобы узнать, как же это работает. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы и в салоне. Я вам представляю прекрасного мастера. Ее зовут Марина. Она нам немножко расскажет про это средство, как это правильно работает и что сделать для того, чтобы максимально, да, получить эффект от него. Поэтому, Мариночка, расскажите нам немножко, как это работает и что, в принципе, особенного именно в хронологисте. Чем это отличается от всего остального профессионального ухода L'Oréal и Kerastase, в принципе. Хронологист – это инновационный уход от Kerastase. Он ухаживает за кожей головы и за волосами одновременно. За счет того, что там содержится очень много аминокислот, жирных кислот, протеинов, он восстанавливает кожу головы и реконструирует волосы. Мариночка, я прочитала, что в составе есть какие-то компоненты черной икры, да? А что это за компоненты? Это компоненты жирные кислоты и аминокислоты, которые содержатся в, собственно, хронологист нашем, которые очень хорошо проникают в кожу головы, в структуру волос, восстанавливают и напитывают их. А также еще в составе самого компонента, который содержит икру, есть морская вода. Очень здорово, интересно. Давайте все-таки перейдем побыстрее к мастер-классу. Всем интересно, как же правильно использовать это средство, чтобы оно хорошо работало на наших волосах. Конечно. Перед нанесением хронологист мы обязательно моем голову, поскольку продукт наносится на влажные волосы и влажную кожу головы. Голову моем шампунем по типу волос. Мои волосы окрашенные, поэтому мы возьмем продукт для окрашенных волос. Это шампунь от Kerastase для окрашенных волос Bane Chroma Rich. Перед процедурой нанесения хронологист очень важно хорошо подготовить кожу головы. То есть мы моем голову такими хорошими массажными движениями, достаточно интенсивными, чтобы обеспечить максимальный приток крови к коже головы и получить максимальный результат на коже головы от процедуры хронологист. И, конечно же, мы не забываем о том, что мы интенсивно массируем только кожу головы и ни в коем случае не трем волосы с шампунем. Итак, мы помыли голову 2 раза шампунем. После шампуня мы ничего не наносили на волосы, поскольку у нас будет уже идти уход хронологист.
Теперь на влажно вымытые волосы мы приступаем к нанесению нашего продукта. Итак, мы разделяем волосы на 4 зоны крестообразным пробором от центра лба к нижней затылочной зоне и от уха до уха. Итак, мы приступаем к смешиванию наших продуктов. Это две разные текстуры. Одна из этих текстур – маска. Она имеет вот такой вот вид, она достаточно концентрированная, и к ней идет специальный такой шпатель, которым мы его будем сейчас набирать. За счет того, что у нашего шпателя скошены вот такие вот края, мы не возьмем больше маски, чем нам нужно. То есть это и есть наша дозировочка. То есть вот так вот выглядит одна доза нашего продукта. На одну такую дозу мы делаем 10 нажатий нашей икры. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наши икринки там как бы распадаются и составляют из собой такую цельную массу. И теперь мы нашим шпателем эту массу перемешиваем до однородной массы, и наши икринки, они могут оставаться такими немножко как комочками в маске. Она остается белого цвета с такими серенькими вкраплениями нашей икры. Ароматы Керастас, как правило, выбраны из ароматов домов высокой моды. И наш хронологист имеет очень роскошный запах. Он очень долго остается на волосах и очень приятно создает впечатление. Ну вот, собственно, наша масса уже готова. По достижению однородной массы мы сразу же приступаем к нанесению продукта на кожу головы и волосы. И приступаем непосредственно к нанесению продукта. Продукт мы наносим по проборам нашим шпателем. Достаточно густо наносим продукт на кожу головы, корни волос. В принципе, сам процесс нанесения продукта повторяет все наши линии нанесения красителя при окрашивании волос. После того, как мы нанесли наш продукт по крестообразному пробору, мы выделяем достаточно широкие большие зоны и продолжаем наносить продукт на кожу головы. Также мы наносим продукт по длине волос. На такую длину волос, как правило, уходит где-то около 3 доз продукта. Итак, мы нанесли наш продукт на волосы, на кожу головы, распределили хорошо по длине. И теперь мы начинаем делать массаж кожи головы, достаточно такой тоже интенсивный. Хорошо прорабатываем всю поверхность кожи головы, для того, чтобы у нас максимально сработал продукт. Потому что чем интенсивнее и чем больше мы промассируем кожу головы, тем лучше у нас будет результат. Мы таким образом активируем все наши ценные продукты, заложенные в хронологист. Самостоятельно очень удобно запускать руки в волосы вот таким вот образом. И большими пальцами хорошо прорабатывать краевую линию роста волос от нижней затылочной зоны до верхней точки уха. Потом также височную зону. Также хорошо прорабатываем теменную зону. Да, можно, в принципе, это делать как пальцами, так и ладошкой. Также мы массируем волосы. Мы как бы втираем продукт в волосы от корня к кончикам.
Ни в коем случае мы не делаем движений наоборот к корням волос, потому что таким образом мы повредим волосину и не получим желаемого эффекта. И по финалу получим вообще поврежденные волосы в общем. После того, как мы тщательно нанесли нашу маску на кожу головы, на волосы, проработали это все массажными движениями, мы оставляем волосы на 15 минут, выдерживаем наш продукт. Его можно завернуть в полиэтиленовую шапочку или же в горячее полотенце. Мы их, пожалуй, завернем в фольгу. Вот у нас по истечении 15 минут мы смыли наш продукт. Смываем продукт без шампуня, просто промываем такой достаточно теплой водой, чтобы хорошо удалить все остатки продукта с волос. Получили очень шелковистую структуру волос, она очень легко прочесывается. Мы больше ничего не наносили на волосы, мы просто смыли водой наш хронологист с волос. И теперь мы приступаем к укладке волос. Ну что ж, девочки, наверное, наш салонный уход на этом закончился, да, салонный этап, скажем так. Дома я, когда закончу всю эту баночку, я сниму продолжение этого видео, чтобы вам сказать в итоге результат, какой я получила или не получила, да, на своих волосах. И поэтому встретимся с вами, для вас, в общем-то, через мгновение, для меня где-то через месяц, когда я, собственно, получу результат этого средства. И еще расскажу вам пару секретиков, с которыми со мной поделилась мастер во время использования этого средства. Ну что ж, друзья, прошло уже практически 2 месяца с того времени, как я начала использовать это средство, да, Kerastase Chronologist. И что, в общем-то, мои впечатления об этом средстве. Во-первых, учитывая, что у меня длинные волосы у меня длиной, вы, наверное, видели, они у меня по пояс, даже чуть-чуть длиннее, где-то там совсем они внизу, да, длиннее чуть-чуть, то этого средства мне хватило очень на мало. Получается, что с учетом того, как вот мастер показала, да, 10 пшиков вот этой икры на одну дозу крема, да, и таких нужно 3 дозы, то реально она за один раз использовала треть баночки. Соответственно, всей баночки мне хватило всего на 3 раза. Второе, что больше действительно это средство работает, если именно вот хороший такой массаж делать. Причем мастер делала массаж, вот именно вот она пучками так хорошо так вот нажимала, грубо говоря, не то, что там давила или что-то такое, но вот такое очень-очень интенсивное воздействие на кожу головы. То есть это действительно очень важно оказалось. Дальше, как она мне объяснила, вообще вот у них этот хронологист профессиональный, он выглядит немножко иначе. Он идет с такой как бы, ну вот посудина, куда вот насыпается эта икра, у нее внутри идет сито такое, которое продавливается сквозь, и оно становится более однородным. Потому что, выдавливая из бутылочки, оно становится, конечно же, однородной, не такими прям кругляшками, но все же немножко остается неоднородная масса. Дальше. У меня закончились сами икринки намного быстрее. То есть у меня вот закончились икринки, а полбанки крема еще осталось, я его использовала просто как маску. По поводу результата, который мне дало это средство. Во-первых, когда с икринками эффект очень хороший, действительно. То есть за вот 3 раза использования я восстановила волосы, потому что после отпуска я вернулась с какими-то ужасными концами волос, которые я просто думала, что, ой, боже, это такой ужас, нужно срочно обрезать и уже жить дальше. На самом деле все сейчас очень классно, концы восстановлены. Я довольна, в общем, что это теперь не мочалка, а нормальные кончики волос. То есть действительно он восстановил. Если бы мне хватило его надольше, наверняка эффект был бы еще лучше. То есть так, настолько хорошая интенсивность этой маски, что ее, наверное, стоит использовать, если, допустим, каких-то конкретных проблем с волосами нет, ее достаточно использовать там раз в неделю, да, если вы там 2 или 3 раза в неделю моете голову. Дальше мастер мне сказала, что эффект от этого средства длится там, например, 2 мытья. То есть, например, я вот 1 раз помыла с Kerastase, 2-й раз просто так, и эффект держится.
Я на себе этого не почувствовала. В чем разница между этим средством и обычной маской? Вот с обычной маской волосы, они такие струящиеся, получается, да, а с этим средством они еще как будто бы воздушные, вот как будто бы действительно одна волосинка отделена сильно от второй. Невероятное ощущение. По поводу ощущений как скрабирования, как говорила мастер, я не очень почувствовала, честно говоря, потому что, как правило, после скраба ты чувствуешь, что снят такой верхний жировой слой с кожи, и она немножко суховата. Но не исключено, возможно, это именно связано с тем, что она очень хорошо увлажняет. Ну, то есть и под вопросом у меня. Маска, которая осталась, да, то есть я использовала уже без икринок, она работает намного хуже, причем на меня многие маски другие, типа Vitality, о которой я говорила, она действует лучше, чем вот эта маска от L'Oréal. То есть вот такие вот чувства какие-то немножко смешанные по этому поводу. Но когда это с икринками, это работает действительно хорошо. Почему я решила пробовать это средство? Потому что я увидела разные отзывы, причем пишут: боже, ничего хорошего в этом нету, не стоит своих денег. Что я могу сказать? Если вы действительно хотите восстановить волосы, это стоит денег, потому что он действительно восстанавливает волосы. Если как обычный уход, который вам не нужен, какой-то слишком такой крутой эффект на волосах, вы можете пользоваться любой маской. Но если вы действительно хотите восстановить, то можно, вот как я, использовать каждое мытье, вот именно такой вот интенсивный уход хронологист, и это будет работать, действительно восстановить волосы. Поэтому, ну, по крайней мере, на мне это так сработало. Да, я вам рассказывала о том, что на моих волосах почему-то вообще очень мало что работает. Вот такие вот впечатления от этого средства. Я надеюсь, они вам будут полезны, и вы сделаете выбор в пользу или не в пользу того или иного средства. Спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и я жду вас с удовольствием и с нетерпением в моих новых видео. До встречи, пока.